соревнования. Говорит и показывает Эдмонтон. Говорит и показывает Эдмонтон. Телевидение Советского Союза начинает свою очередную передачу из Канады с международного турнира 6 по хоккею с шайбой. Сегодня здесь завершается предварительное соревнование. Завершается матчем сборных Советского Союза и Канады. Обе команды сыграли уже по 4 матча. Это 5-й. Как известно, 4 команды получили право продолжать борьбу за победу в турнире. Сборная Советского Союза, Канады, Соединенных Штатов Америки и Швеции. И сегодня станет известно, в каком порядке они расположатся в турнирной таблице. Вот начался первый период матча. В воротах сборной Советского Союза Тыжных и играют первые пятерки. Сборная СССР первая, независимо от исхода сегодняшнего матча, она победительница предварительного однокругового турнира. Так что для нашей команды результат сегодняшнего матча не имеет значения, носит скорее престижный характер. Но ведь турнир не кончился, вся борьба впереди, надо готовиться, беречь силы хоккеистов. Этим, видно, и можно объяснить, что сегодня тренеры не поставили на игру Мышкина, Ларионова и Гусарова. Сегодня вместе с Макаровым и Крутовым играет Шепелев, но и в обороне Зубков. Сейчас у сборной Советского Союза 8 очков из 8 возможных, 4 победы, 16 шайб заброшено, 4 пропущено. И команда номер 1, играть она будет в полуфинале с командой номер 4. Американские хоккеисты сегодня играли со сборной ФРГ и выиграли 6-4. У них 7 очков, второе место. И все же окончательно соперника сборной Советского Союза мы узнаем после того, как закончится этот матч. Потому что шведы выиграли у сборной Чехословакии 4-2. И сейчас у них 6 очков. У канадцев пока 5. Вот этим и можно объяснить, что канадские хоккеисты с первых секунд пошли вперед. Они никак не хотят остаться на 4-м месте, потому что тогда 13-го сборная Советского Союза встретится с канадской командой Калгари. Конечно, сегодняшний матч серьезное испытание для наших хоккеистов. Матчи с профессионалами легкими не бывает. Соперник, что там говорить, грозный, достойный, хоккеисты высокого класса. С тех пор, как советские мастера развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов, это было в первом матче в 1972 году, и больно задели их самолюбие, они все время жаждут реванша. Идут годы, меняются составы команд, покидают ледяное поле замечательные хоккеисты, на смену им приходят молодые спортсмены, но острота встреч продолжается. Вот сейчас сборная Советского Союза атакует, у нас играет динамовская тройка Светлов, Семенов и Яшин, в обороне Первухин, Бельвединов. Канадцы сегодня несколько перегруппировали свои звенья. Во всяком случае, вот в тройке Грецки вместо Гуле играет 25-й номер Беллиос. Некоторые перестановки. Босси ушел в другую тройку. Гартнер. Словом, собраны все силы. Попытка во что бы то ни стало выиграть сегодняшний матч. Потому что и ничья тоже может успеха канадцам не принести. Потому что шведы выиграли у канадцев личный матч. Сегодня зрителей много, почти полон дворец. Тройка Грецкий играет. Грецкий 99-й номер, Миддлтон 16-й, Беллиос 25-й. Второй номер Хади и 77-й Кофпи. Защитники очень сильные. Вот игра в зоне сборной Советского Союза. Миддлтон пасует защитником, а те побоялись у синей линии прикрыть зону, отошли назад, поэтому пришлось начинать атаку сначала. Ну, видите, атака быстрая. Прямо шайба бросается в зону, и борьба идет здесь, в зоне. Пошли вперед наши. 3 нападающих и 2 защитника. Вот это очень обидно бывает, когда кто-то невнимательный опередил
и вошел в зону раньше, чем туда вошла шайба. Снесло в положении вне игры. Виктор Васильевич сегодня спокоен, естественно, потому что главная борьба впереди. Конечно, сегодня матч будет трудный, но труднее будут встречи дальше, в полуфинале. Тем более в полуфинале ничейного исхода быть не может. Если матч закончится в ничью, будет назначен 4-й период до гола. Если тут ничего не произойдет, 5-й, 6-й, до утра могут играть до тех пор, пока не будет заброшена шайба. Опять канадцы идут вперед. Вот 17-й номер Гартер, Майк Гартер. Отлично атакует у нас Зубков и Гимаев и Рек. Здесь же Касатонов. Гимаев играет в тройке с Кожевником и Васильевым. Кожевников входит к воротам. Его останавливают. Атака отбита в скорости. Канадцы предложили высокий. Рвутся в зону. Наши быстро откатываются назад. Ликвидируют атаки и затем, выжидая, идут вперед. Канадцы одно условие — добиться цели первой же период. Шайба у вратаря. Вы уже знаете, что готовится к этому турниру тренер клуба Эдмонтон Б.Саттер, ныне старший тренер сборной кленовых листьев, потребовал, чтобы основным критерием при отборе игроков в команду были не их личные заслуги в НХЛ, а способность к коллективным действиям сборной и, главное, вера в победу, кто способен отдать все силы во имя успеха. Поэтому не попали в команду такие мастера, как Перроли, Флер, Дион, Ситлер, Парпер. И только один участник первого розыгрыша Кубка Канады 1976 года, Робинсон, защитник из Монреаля, номер 19, он сохранил место в сборной. Тренер отдал предпочтение своим игрокам из клуба Эдмонтон Ойлерс, впервые выигравшего в этом сезоне главный приз профессионалов НХЛ Кубок Стэнли. Таких игроков здесь 8 человек. Пресса утверждает, что это самая молодая и быстрая команда по сравнению со всеми предшественницами. Но если говорить честно, сборная Канады даже в своих победных матчах здесь пока яркого впечатления не оставила, хотя и напомнила всем, что способна в любую минуту прибавить в ответственных встречах, и тактика силового давления может доставить немало волнений. Опять вбрасывание. Сейчас у канадцев играет Робинсон, 19 номер. Играет он в паре, его партнер получил травму и не играет, Уилсон. Вместе с ним играет Грег, 21 номер. Чуть Голубовский не подправил шайбу, 22 номер. Пройти зону Макарова не удалось. Быстрые форварды. Сейчас шайбу Макарова круто бросает по воротам. Нет, шайба не каких-то Канады. Шепелев бросает шайбу в зону. Здесь канадцы тоже спиной стоят. Еще раз хочу напомнить вам, что пока они на 4-м месте. И только если выиграют, займут, уйдут с 4-го места, и тогда состоятся полуфиналы, где встретятся сборные СССР, Швеции, и Канады, и Америки. Ну, сейчас в полуфиналах все это относительно. Соперник серьезный. И шведы прибавили, посмотрите, 3 матча подряд выиграли. Так что неизвестно, какой соперник легче, с кем лучше играть. Но, в общем, силы-то надо беречь, тем более, что, видите, какие силовые приемы здесь просто. Вот так вот смотришь на силовые приемы соперников наших хоккеистов, и где-то невольно возникает вопрос, а правильно ли мы играем на чемпионатах Советского Союза? Уж очень корректно. Нет таких у нас силовых приемов, и не всегда мы к ним готовы. Но вот атака сборной Советского Союза. Неожиданный пас назад. Скворцов отдал партнеру Варнакову. Ковин пока действует сзади. Тоже надо помочь игрокам обороны. 6-я минута первого периода.
0-0. 2 броска сделали канадцы и 1 наша сборная. Сбрасывание. Играет тройка Грецкий против тройки Семенова. В обороне у нас Кокотонов и Зубков. У канадцев в обороне 4-й номер Лоу и 7-й номер Бурке. Сейчас будет удаление канадского игрока. Кстати, я забыл вам представить, арбитр Олссон из Швеции. За подножку отправляются отдыхать на 2 минуты Кевин Лоу из Эдмонтона. Любимец публики, 25 лет этому хоккеисту, местный хоккеист, поэтому такая реакция. Сейчас сборная Советского Союза имеет численное преимущество. Ну что ж, посмотрим, чем кончится этот отрезок, эти 2 минуты. Робинсон и Яшин. Шайбу подобрали наши. Робинсон. Грецкий. 99-й номер. Грецкий подходит вперед. Пас в расчет на партнера. Ничего не получилось. Ну, бросок будет. Значит, бросает Зубков. Вратарь отбивает. Промах. В воротах канадской команды стоит голкипер. Ну, сейчас, простите, атака кончится. Будет бросок. Не видно. Такую сразу. В воротах сборной Канады Лемели. Риджин Лемели из Калгари, 33-й вратарь. Он не попал в состав команды. Это вы знаете. Был другой канадский голкипер, который получил травму, и его вернули. Когда наша сборная играла товарищеские матчи, выиграла здесь, в Канаде, у сборной страны, вот он защищал ворота и, видимо, не произвел впечатления на своего тренера. Сегодня Грецкий получил золотую медаль. Ее вручил на тренировке президент клуба «Золотая шайба» Анатолий Владимирович Тарасов. Грецкий, потому что он был когда-то игроком юниорской команды, участвовал в чемпионате мира здесь, когда сборная Советского Союза юниоров, где играл Степисов, где играл Макаров, стала чемпионом мира. Сражаются действительно, как будто для них вопрос жизни. Наши спокойно стараются перевести игру в спокойное русло и отвечают контратаками. Вошли в зону и моментально шайбы выбрасываются. Смена игроков в ходе встречи. От передачи Гимаеву. И.Гимаев пошел в зону. Бросает вперед, чтобы шайба дошла до партнера, потому что тут же следует Грецкий. Вот вперед. Полфрик Грецкий. Пошел в зону, бросок. Шайба летит мимо, помешал Стариков, подставил клюшку. Ну что делает Крутов? Вошел в зону, тоже один. Подцепляют. Песка нет. Шайбу забрали. Ковпи, тоже из Эдмонтона, 23-летний защитник, играет под 70 номером. Грек. Защитники канадцев сейчас очень активно поддерживают своих нападающих. Порой иногда и не знаешь, кто же все-таки нападающий, кто защитник. Задача любой ценой забросить шайбу. Открыть счет. Робинсон и Крутов. Наши отходят назад. Макаров преследует Картера. Тоже бросать не дают. Тоже применяют силовые приемы. Тоже не стесняются с соперником.
силовая борьба. И никакого внимания. Такой быстрый темп. Ураганные атаки. Ураганные. Пока вроде бросков-то маловато. По два броска сделали команду в первом периоде, а уже сыграно 10 минут. 10:40 остается до первого перерыва. 0-0. Ковен решил пойти за ворота. Вдвоем коробочку. Вот два игрока просто против одного. Еще удивляемся, почему удаление. Ковен покидает поле. Вот посмотрите. Мужественный парень, настоящий боец. Он выйдет еще, даже ни секунды не сомневаюсь, будет играть. Но тем не менее, вы сами понимаете, что это за игра. Удален на 2 минуты игрок команды Канады из Эдмонтона. Вот поэтому такой реакции. 23-летний такой задиристый нападающий. Занял позицию на скамье нарушителя. Вот он. А мы пока потеряли еще одного игрока. Ну, вы знаете, что у нас заболел Гусаров. Поправляется. Сегодня тренировался и в следующий матч будет играть. Ларионов сегодня тренировался, так что не беспокойтесь, просто в сегодняшней игре ему не надо участвовать. Пусть он лучше посмотрит, будут участвовать уже тогда, когда будет полуфинальный матч. Ну и надо беречь Володю Мышкина, который здесь играет прекрасно, чтобы не сгладить. Действительно защищает ворота очень хорошо и находится в центре внимания спортивной общественности хоккейной. Ему тоже, тем более Тыжных сейчас хорошо защищает ворота, нужно ему тоже проверить в бою. Итак, 10 минут 25 секунд до перерыва, 0-0. У нас играет пятерка динамовская, Яшин, Семенов, Светлов, а защита Касатонов и Зубков. У канадцев играет 27 номер Гартнер. Играет 10 номер Саттер. И в обороне Лоу, 4-й. И в паре с ним 7-й номер защитник Бурке. Вот несмотря на то, что канадцев меньше, смотрите, лезут в зону. И вот сражаются за шайбу. И хотят быть четвертыми. И хотят играть со сборной СССР в полуфинальном матче. Лучше со сборной Америки. Атакует наша команда. Была подножка, но прошел. Резко подхватил шайбу, уходит от Касатонова. Тыжных падает, помешал. Шайба прошла мимо ворот. Я на входе игры. Темп достаточно высокий. Вот видите, четверка канадских игроков выстояла минуту, еще 50 секунд. Этому можно объяснить эти длинные передачи. Грег остался на поле. Грег тоже вышел. Робинсон, Гартнер. А сейчас Крутов вошел в зону. Бросок в ворота. Гол! Бросок Владимира Крутова. И шайба влетает в ворота сборной Канады. Вот действительно великолепный проход. Сольный проход. Ушел, обошел защитников и бросил. Да так сильно и мощно, что шайба влетела в ворота. 9 минут и 3 секунды до перерыва. 1-0 в пользу сборной Советского Союза. Численное преимущество наши реализовать сумели. Ну, может быть, эта шайба немножко охладит пыл соперника. Хотя, еще раз повторяю, канадцы сегодня настроены сыграть свой лучший матч. Канадский хоккей отличает высокое индивидуальное мастерство, позволяющее легко обыгрывать соперника на всех участках поля. 1 на 1.
и тактика, универсальная тактика силового давления. И, конечно, никто не сомневался, что канадцы с первых же секунд матча попытаются навязать нашим спортсменам жесткую силовую борьбу в их зоне, так называемой форчекинг. Почти в каждом ответственнейшем матче на различных уровнях и турнирах они не только заставляют своих соперников защищаться, но и, применяя обычно много силовых приемов, заставляют его и ошибаться. Попробовали они вот в первом периоде, в первые 10 минут. Силовых приемов было много. Вот пока не вижу, еще Ковин покинул поле. Но вот очень хороший бросок Крутого, и впереди сборная Советского Союза. У нас сейчас играет Кожевников, И.Гимаев, М.Васильев, и в обороне Белеледдинов, Первухин, а у канадцев играет тройка Бурн, Озерман 8, Бурн 14 и Гартнер 17. Сейчас последует сбрасывание, и матч будет продолжен. Сбрасывание. Вообще канадцы большие мастера выигрывать сбрасывание. Но на этот раз сбрасывание выиграли наши. Пройти не удалось Васильеву обыграть Озермана. А вот сейчас помог партнер. И вот сборная СССР в зоне. В зоне канадцев Кожевников. Кожевникова приостановили. И защитник сборной Канады сейчас начнет свою атаку. Из своей зоны медленно начали передачу. Два защитника Бурка и Плоу. 4 и 7 номер. И затем сбрасывается шайба в зону. Здесь Первухин пытался выбросить шайбу из зоны, но она вернулась к нему. Сборная Советского Союза начала атаку. Васильев бросает в зону, а пока тут здесь в центре поля небольшое сражение произошло. Судья, правда, не видел. Спешит Озерман в зону. Судья останавливает игру. Проброс. Вбрасывание в зоне сборной Канады. Канадцы в сегодняшнем матче стремятся выйти на ударную позицию как можно раньше. И очень внимательны при игре на своем и соперника так называемых пятачках. Впрочем, это отличало их и раньше. Но поскольку сегодня положение обязывает, надо выигрывать и не дать сопернику, то есть нашим хоккеистам, отличиться, забить. Один раз все-таки дали. Поэтому играют очень внимательно. У нас сейчас играет Варнаков, играет Скворцов. А кто же с ними? А с ними Шепелев. С ними Шепелев. Ковина пока нет. Кацатонов и Зубков. Наши встречают у синевиний. Вот Миддлтон выходит к воротам, бросок. Гол! Миддлтон сравнивает счет. 1-1. Рик Миддлтон, он из Бостона. Поэтому хоккеисту 31 год. 16 номер. Посмотрите еще раз. Он получил шайбу. Да, бросил. Выпал красный свет. Сейчас мы посмотрим еще раз. Было положение вне игры. Вот, вы видите, было положение игры метра 2. Но не обратили внимания арбитры. Вот сейчас Грефский опять рвется вперед. Стариков опередил популярного нападающего Канады. Теперь наши пошли вперед. Семенов. Вот Греф применяет футбольный прием. Достаточно высокий. Сейчас в зону уж ходить неудобно. Там игрок. 6 минут и 33 секунды до первого перерыва. 1-1. Он бросок издали защитника. Бросал Хади. Местный хоккеист из Эдмонтона. А вот вперед уже вышли сборная Советского Союза. Яшин, Семенов. Ну, бросок поскорее, чтобы не сбили. На этот раз получился бросок в пользу канадцев. Вот и канадский хоккеист Гартнер отправляет шайбу на заставки. Да, не точно сыграл защитник. Сейчас наши завладели инициативой, идут вперед. Но видите, сразу остановка, а шайбу подбирает партнер. Много, конечно, сумбурной игры, но здесь на этих полях иначе и нельзя. Бросок Первухина. Еще бросок. Ворота быстрее. Гол! Нет, шайба прошла мимо. Такой вывод и момент
спорте всякое бывает. 1-1, а чуть выше еще цифра 4-4. Это каждая команда совершила по 4 броска поворотов. Макаров, Шепелев, Крутов, Белединов и Первухин. Сборная Канады играет СССР, 10 номер со своими партнерами. Гартнер, 27-й, 22-й Польский и 7-й номер защитник Бурте. У канадцев не выступает сегодня Лиша, 24-й номер из Чикаго, он получил травму и сегодня не играет. Защитники у канадцев сильные, так что здесь замена ничего не решает. Ну что, еще одна атака. Макаров отдал Крутова. Они главным образом впереди, потому что Шепелев выполняет оборонительную работу. Главным образом он действует у синей линии и передает шайбу своим партнерам. Белединов отправляет шайбу к борту. Бустиков смотрел. Игрок из Нью-Йорка Лендерса. Один из лучших бомбардиров. Вот он, бросок, гол! Б.Саттер вывел свою команду вперед. 10-й номер. Бустик атаковал 22-й. Вот посмотрите, довольно настойчиво. Пошел вперед на помощь. Боролся за шайбу. Вот вышел к воротам Кузьмич, успел отдать партнеру. И, по-моему, вот здесь Б.Саттер опередил. Наших протолкнул шайбу в ворота. 2-1. Канадцы вышли вперед. Да, успел-таки и протолкнул. На добивание канадцы играть умеют. 4 минуты 47 секунд до первого перерыва. Робинсон. Мощнейший. Робинсон. Мастер. Капитан решил отойти назад. То ли, чтобы выманить соперника на себя и сыграть по-простому, то ли, чтобы успокоить своих товарищей, сделать игру поспокойнее. Потом проброс. Вбрасывание в зоне сборной Советского Союза. У нас играет Скворцов, Варнаков, Стариков, Ильнов. 105-й и Шепелев. Well, the crowd was silenced here by that goal by Karutov on the power play, but they have really picked it up since. And Middleton and Tonelli have scored, and Canada now in a 2-1 lead over the Soviets with 4:13 remaining in the first period at the Northlands Coliseum at Edmonton. Good tempo to the game, Darrell, as we look at the great one. It's a great hockey game, it sure is, and some hard work in front of the net brought that goal about. Tonelli out muscling the defenseman, and Sutter doing the same thing, causing the puck to come loose. Coffey getting the pass back in his own zone, forced to back up, and it's intercepted. Vassiliev throwing it in front of the net. There's the shot. Oh! Point blank range. Shepelev was in all alone there. Bad pass here by Coffey. Throws it out in front. A great save by Reggie Lemelin, right out in the top of his crease. You've got to have goaltending. There's two big saves in the last 5 minutes. Make that 3 as that shot went in from Skvortsov. Now behind the net, Skvortsov once again takes the check from Coffey behind the net, trying to dig it free. Middleton's in there in the middle of that, so is Barnikov. And it's Barnikov who collects it, but can't hold it inside the blue line. Fighting off the checking. Finally it's hooked free by Gretzky. Gretzky brings it through center ice now. The lead pass, Middleton. He's forced back. Coffey shooting it in. 3.5
minutes remaining in the first period. Along the boards it comes for Sports Off. In there, Middleton. Coffey pinches in from the point. It winds up out at center ice now. Down over the line. Here's Barnikoff in front. And that pass was just out of the reach of Semenoff. Alley working in front again. And the shot is just wide by Semenoff. And it's cleared up into the Team Canada bench. We'll have a face-off deep in the Team Canada zone. Canada's getting a little sloppy there. We cannot afford to give the Soviets 3-on-2s and 2-on-1s, and they're going to score on those plays. We can't get our defensemen caught up the ice. Well, there's Rick Middleton. He has been a fine player in the National Hockey League. Over 40 goals, 5 years in a row. 81-82 season, he was over 50 goals. With 51, many think that Rick Middleton burst into prominence as a total hockey player in the 1981 Canada Cup. I don't think Rick would argue too much with that. He was a dominating factor. Here's a pass out of center ice now, and Yzerman down over the line. Yzerman being forced away from the puck by Semenoff. There's the shot that's just wide of the net. Lowe moves in from the point. Bourne shoots it into the corner. Gardner couldn't reach that, but Yzerman's got it. Back to the point, and Lowe is not in position to knock that down. He'll collect his troops back near his own blue line. Yzerman dropping into his own zone. Cleared ahead by Bork, and it goes by everybody down into the Soviet zone. There'll be no icing here, and Tishnik makes the play around the boards. Bourne clears it rink wide. Now Gardner. Back for it is Yashin. Yashin out near the line, and it's center ice now. Semenoff shooting it in. Lemelin out of his net. Clears it along the boards. Gardner Bourne trying to get loose. Yzerman picks up the puck. Yzerman backhanding it to center ice, and Bourne has got it there and feathers a pass ahead intended for Gardner. In his own zone, Pervukin. Along the boards, and it's center ice now, Sutter. Sutter back near his line. Robinson ahead. It hit the back of Sutter's leg, and it's cleared back in over the line by Shepelev. Moving for the net there is Makarov. Shepelev moves in after it. He's being checked by Robinson, doing a great job behind the net. Takes him out of the play. Makarov looking for a man. Close quarters in there. Karutov back near the line now. It's backhanded in through a crowd. Shepelev overskated it. Bossy inside the zone. He can't reach it. Pinching in from the point is Zubkov. Zubkov with Karutov out in front. They roll it through. They score. Karutov. At great speed around the net. And it set up Karutov in front for his second goal of the game. The Soviets put a lot of pressure on our defensemen on our end here, controlling the puck. There's Krutov just standing all alone. The defenseman went down earlier on the far side, slid into the corner, taking himself out of the play. Well, he just chipped that one up. Lemelin down on the play. Comes with a minute 30 remaining in the period. Karutov with his second of the game and third of the tournament. Out for Canada now. We're in a 2-2 tie here. That's Raymond Bork. Checking on the play is Vassiliev. Winds up behind the net, and Lowe's got it. Lowe working his way towards the line. Gets it ahead for Messier, who couldn't hold that pass, and Gimaev turns. He is knocked off the puck by Lowe. П.Штястны drops it off for Kevin Lowe. Lowe for Bork. Bork shooting it in. Anderson moves into forecheck as it's picked up by Starikov deep in his zone. Lowe's got it at the point, shoots it in, a loose bouncing puck in front of the net. Nobody in position. There's a big hit inside the blue line on Anderson, out in front. Here's a chance, backhand shot, rolls loose at the side of the net. Plenty of holding going on there. There's going to be a penalty. Peter Starkey was pulled down. The rebound out there, he was trying to get it. The Soviet player grabbed a hold of his stick, pulled him down. The referee was right there behind him to call it. Let's see if Team Canada's power play can get one here. They were very effective against the Czechs the other night. With 38 seconds left in the period, a big goal here for Team Canada. The Team USSR penalty. 19:22, the time of the penalty. Gimaev off. The time. Interference is the call. 22 seconds. Well, Canada on the power play for the first time. The goal, by the way, Karutov from Shepelev and Zubkov at 18:30 to tie it up. At 19:22. On the face-off, Coffey's got it. Coffey gets it back again, hopped over his stick as it was feathered back out towards the line by Messier. Now off the boards and clear giveaway at center ice as Pervukin brings it into the line. Štastny bumping up against the boards. They'll get that face-off near the Team Canada line.
with 21 seconds remaining in the period. When the Soviets kill a penalty, they try to pressure you in all areas of the ice. They try to make you make a pass when you're not ready to. They do not give you time to set up. Therefore, cause you to make some bad passes. Well, there you see Vasily Pervukin. This guy has played 338 games in the Soviet National League. He plays for Moscow Dynamo. He has only 44 minutes in penalties. Not bad. Lady Bing candidate. Yeah, well, I'll tell you, we're a defenseman, too. We're a little different from our friend Mr. Colvin, who is the all-time active leader, or the active leader right now. Puck is cleared down the ice. Right at the Team Canada goal now as time ticks away, and that's it. Well, an entertaining first period of hockey, Darrell, and a 2-2 tie after the 20 minutes. Well, very entertaining. I think Team Canada can be very happy with that period. Lemelin made some big saves for them when he had to. He's given them that spark they needed in Calgary the other night, and let's hope he can keep playing like that. Well, Canada going to the dressing room then in a 2-2 tie. They worked hard in the first period. The shots on goal through the first period. 8-7 favor Canada, and we'll take this break now, and our intermission's coming up. This is Labatt's Canada Cup on CTV. Well, there's the story on that first period, a 2-2 tie. Внимание! Мы продолжаем нашу передачу из Канады, из Эдмонтона, о матче сборных Советского Союза и Канады. Последняя встреча предварительного турнира розыгрыша Кубка Канады. 2-2. Второй период встречи. У нас игру. Вот сейчас бросок воротом. Отбито. Зубков атакует защитника. Зубков, Касатонов, Крутов, Макаров. У нас пока мы играем в меньшинстве. Удален И.Гимаев был. Поэтому канадцы пытаются сейчас реализовать численные преимущества. Выйти вперед, добиться цели. Еще 40 секунд И.Гимаеву находиться на скамейке нарушителей. Грецко со своими партнерами. Канадцы играют в нашей зоне. Касатонов, Грецки. Кажется, атака отбита. Крутов не спеша выбрасывает шайбу, отправляя ее к воротам сборной Канады. Выиграть время. Еще 15 секунд до выхода И.Гимаева.
Идет вперед защитник Кафли. Хороший прострел, но добавить некому. Это Б.Саттер бросает воротом, Тычный хотел, и вот два хоккеиста наших идут вперед. Семенов и Светлов. Вышел третий. Передача направо, вот сыграл неточно Светлов. Не заметил, что вышел со скамейки И.Гимаев и был в выгоднейшей позиции. Можно было отдать ему шайбу, и он был бы один с вратарем. Ну, поскольку этого не случилось, игра продолжается. Вот, хороший был пас. Робинсон отдал, но Саттер промолкнулся. Семенов, Светлов и И.Гимаев в зоне соперника. Пас вперед, Гимаев вышел на свободное место, но, в общем, шайбу таки принял, но отдать не сумел. Робинсон. Очень спокойно играет этот защитник, спокойно, корректно. Большой мастер из Монреаль канадец. Это единственный игрок, оставшийся из тех, кто участвовал в первом розыгрыше Кубка Канады. Вот поскольку свистка нет. Передача Робинсон бросает. Рома. Сейчас удачно была поднята клюшка, и шайба прошла в зону Канады. Канадцы, владеющие силой, опять идут вперед. Ну, сейчас уже у нас 5 человек, полный состав, поэтому вот передача. И перед воротами шайбу забрали, и Варнаков идет один на обострение. В зону вошел и бьет на противоположный фланг. Но вместе с Варнаковым и с Скворцовым вместо Ковина играет Шепелев или Семенов. У нас в составе сейчас будет удаление. В составе меньше. Удаляется Варнаков, Миша на 2 минуты. Опять у канадцев численные преимущества. Я хочу сделать уточнение. В первом периоде на 11-й минуте Крутов с подачи Шепелева открыл счет. Затем на 14-й минуте с подачи Грецкий Миддлтон сравнял счет 16-й номер. Затем на 16-й минуте Тоннелли с подачи Босси. Тоннелли вывел канадскую сборную вперед, а на 19-й минуте Крутов опять-таки с подачи Шепелева восстановил равновесие. 2-2. Что-то стал нервничать Васильевич Тихонов, призывая наших хоккеистов. Ну, не знаю, думаю, что на сегодня можно быть все-таки поспокойнее, потому что главные матчи впереди. Сейчас все-таки важно и сохранить свои силы для решающих сражений. Понятно, острота встречи, я еще раз, сейчас будет удаление. Удаляется за задержку на 2 минуты. Уже канадский игрок, канадский хоккеист. Андерсон из Эдмонтона, 24-летний хоккеист. Равенство сил, по 4 полевых игрока на поле. Я хочу напомнить вам еще, что сегодня американские хоккеисты выиграли в сборной ФРГ 6-4, а команда Швеции добилась успеха во встрече с командой Чехословакии 4-2. Таким образом, у американцев 7 очков, у шведской сборной 6 очков. И вот у канадцев, имеющих 5, у них одна забота – только не играть со сборной СССР в полуфинале. Если они выиграют эту встречу, только выиграют, ничья их не устраивает, тогда они займут место выше, и сборная Советского Союза встретится с командой Швеции. А американская сборная будет играть с командой Канады. Вот такая раскладка сил. Но это все выяснится окончательно после этой встречи. Шайба у Грецких. Сегодня в первом периоде канадцы предложили не только жесткую игру, но и стали действовать с нарушением правил. Кожевников. Перед ним игроки. Что он сделает? Идет. Выход к воротам. Хорошо прошел. Подача. Бросить неудобно Зубкову. Опять Кожевников. И быстрый ответ. Быстрый ответ. Миддлтон. Теперь наши применяют силовые приемы. Единственное, когда смотришь, кто играет хорошо, так сказать, в европейском стиле,
Тоже мощную фигуру, но играет корректно. Это Робинсон, 19 номер на поле. Канадцы спешат по 4 пулевых игрока. Вот переводит шайбу направо. И Крутов, овладев шайбой, один приближается к воротам. Слева Макаров. Бросок. Вратарь на этот раз отразил шайбу, а в воротах оказался другой хоккеист. Ну, может быть, Крутов, забросивший 2 шайбы, хотел забросить и третью. На этот раз пожадничал. Мог бы отдать и Макарову. Тот был в более выгодной позиции. Да, канадцы, конечно, подвижны, обладают высокой техникой владения клюшкой и ведения шайбы. Их броски поворотом опасны, а нападающие, особенно в первом периоде, вы это видели не раз, чувствуют себя у ворот нашей сборной довольно уверенно, пытаясь добить шайбу. Так, собственно, была и заброшена вторая шайба. Вот что-то непонятное, какое-то психологическое воздействие. Все игроки по кругу, то есть все зрители по кругу скакивают со своих мест, такая своеобразная эстафета, как будто, знаете, такого никогда даже и не увидишь. Такой круг по кругу. Все скакивают с первого ряда до последнего, подпрыгивают с руками. Жалко, вы не видите это. И вот посмотрите, что делают. Поле — это призыв канадской сборной, чтобы она играла посильнее. Но вот такое единодушное поление. Пока у нас пауза. Чиним ворота, которые были сдвинуты канадским игроком, улетевшим. Пока в основном публика здесь занимается, своеобразная аэробика тут на трибуне. Ну, а тренеры делают соответствующие указания. Конечно, играть с лучшими канадскими мастерами непросто. К жестким хоккейным сражениям они готовятся с детских лет. Но не секрет, и вы об этом тоже знаете, что некоторые клубы НХЛ приняли на вооружение нашу методику подготовки команд к соревнованиям. Профессионалы уже хотят играть в комбинационный хоккей, остро атакующий, коллективный. У них есть и свой лидер, Грецкий, своей игрой, зовущий последовать примеру европейского хоккея. Но все равно, при всем желании, чаще всего они сбиваются на свой привычный, обычный, может быть, немножко однообразный, не яркий, такой не творческий хоккей, где в основном применяется масса силовых приемов. Ну вот пока пауза у нас продолжается. Зрители призывают свою команду, чтобы она забросила шайбу. Не хочется, чтобы канадцы были на 4-м месте. Канадцы во втором периоде владеют инициативой. Мы уже привыкли к тому, что они атакуют с хода. Атака с хода у профессионалов НХЛ основное оружие. И в зону входят они за счет личного мастерства. И, если обратите внимание, бьют при первой возможности вратаря. Бросают много с различных положений расстояний, так сказать, испытывают систему нашего качества. Атакуют и действуют в основном при добивании. Шайбу бросают чаще низом. Неплохо канадцы действуют из пас, а передачи у них сильные и довольно точные. Сейчас по 4 полевых игрока по-прежнему. У нас играют Зубцов, Касатонов, Макаров, Крутов. В канадской сборной играют Робинсон, Бурке. И Месьер в нападении играет вместе с Саттером. Пока идет музыкальная пауза, зрители представляют, телевизионным зрителям представляется Сергей Макаров.
Конечно, эта двойка у нас играет, я имею в виду Крутого и Макарова, играет очень сильно. Вот Макаров перехватил шайбу и нуждается в подкреплении. Пас назад. А вот сейчас неожиданно шайбой овладел канадский хоккеист Озеров, но он один. И здесь Саторов, Зубцов, Варнаков, шайба отбита. Вот идут вперед. Шайбу получил Варнаков. Пошел в зону, отдать Крутого не сумел. И идут вперед хоккеисты Канады. Тоже бросок, подставлена клюшка. По-прежнему счет 2-2. 3 наших хоккеиста и 2 защитника. Макаров оставляет шайбу Крутову, а судья зафиксировал положение вне игры. Да, 2-2. Борьба продолжается. 14 минут и 32 секунды до второго перерыва. 9 бросков совершили хоккеисты Советского Союза, 8 Канады. Конечно, действия наших спортсменов, играющих на высокой скорости и в пас, индивидуально ставят гарантийное положение защиты канадской команды, особенно при быстрых контратаках, когда кто-то из наших защитников и нападающих вовремя, и то сейчас удаление будет вовремя и точно отдается от партнера. Удаление канадской команде. Пока аплодисменты получал вратарь, но поймал он эту шайбу после броска. А сейчас удаляется игрок канадской команды Майк Гартнер. Вот он, 17-й номер, из Вашингтона, 25 лет этому хоккеисту. Темпераментный, такой боец. Красный, быстрый, напористый. И сейчас надо ему отдохнуть. Как у нас Светлов, Семенов, Яшин, Первухин, Белелединов, динамовский квинтет, который сейчас попытается реализовать численные преимущества. В канадской команде играет 7-й номер Бурке и 4-й Лоу. Это оборона. И в нападении Месьер 11-й номер и Грецкий. Грецкий всегда выходит. Ну, вы знаете уже, 99-й номер. Игрок лучший в Канаде. Вот шайба у него. Индивидуально очень сильный и все время действует для партнера. Не жадничает. Увидит открывшегося игрока, следует молниеносный пас, забить умеет, открывается хорошо. Словом, этот игрок очень хорошего класса. Сегодня был тронут, когда президент клуба «Золотая шайба» Антон Владимирович Тарасов вручил ему золотую медаль клуба. Отдавая медаль его, так сказать, и игре высокого класса, и стилю, который он проповедует. Вот шайба отброшена. И численное преимущество не удалось реализовать. И канадцы спешат выиграть время. 43 секунды до выхода Гартнера. Это атака. Макаров подоспел, забрал шайбу. Отдает Крутову. И вот Крутов великолепный мастер, конечно, остановился. Увидел, сейчас отдал шайбу Макарову. Сейчас и скорости возрастишь. Против Шепелева применили силовой прием. Это сделал Робинсон. Через 15 секунд выйдет 5-й игрок Гартнер. А сейчас последняя попытка преодолеть заслон и выиграть. Удастся? Нет. Нет, видимо, не удастся. Искать вне игры. Через 2 секунды выйдет Гартнер. Численное преимущество реализовать не удалось. Конечно, хоккеисты не любят плотной игры. Что там говорить? И канадцы в том числе. У них уже в этом случае нет той четкости и слаженности. Такой дополнительный отдых. А теперь есть новые здесь новшества в правилах, когда тренеры могут взять тайм-аут минуту. Ну, были здесь в матчах минутные эти перерывы, тренеры на последних секундах обычно брали, чтобы, так сказать, помочь своим хоккеистам, дать совет, как действовать. Когда вратаря заменяли
шестой полевой игрок выходил. И когда одна команда пыталась вырвать победу, в том числе и в матче сборных Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Сейчас у нас играют И.Гимаев с Варнаковым и Скворцовым. Стильнов и Стариков. Ну вот, шайба в средней зоне. Подхватили ее канадцы. Идет вперед Гартнер. Пошел вперед, видит два игрока, пройти трудно. Это сейчас реакция такая, он применил силовой прием против Стильнова и отскочил от него, потому что тот приготовился к этому. А сейчас Грецкий рвется к воротам. Конечно, Грецкий — это самая основная проблема для наших игроков. Вот он. Стильнов его тут атаковал. Борьба за шайбу. Варнаков сбрасывает шайбу в среднюю зону. Просто уже сейчас не до контратака, а так немножко передохнуть, дать возможность замениться, сдержать натиск канадской команды вне игры. Вне игры. От туннеля, забросивший вторую шайбу в ворота Александра Тыжных. Сейчас увидите еще раз, как Стильнов атаковал Грецкий. Грецкий на всякий случай развел руки, мол, не удаляйте меня, я не нарушил правил. Но судья не удалил. Ну, это вы не видите, как поверьте на слово. Но действительно, Стильнов удачно сыграл, и главное, что и даже не думал нарушать правила. Ну и судья такого нарушения не увидел. А сейчас борьба в средней линии. Вот Васильев, Миша, получил шайбу, его сбили, но он отдал на противоположный фланг. Не точно. Канадцы опять подхватили шайбу, идут вперед. Идет вперед уже. Вот пас. У ворот очень хорошую позицию занял Белединов, забрал шайбу и пасует его вперед Кожевникову. Кожевников прошел здесь, бросит он шайбу, нет, упал. Первухин бросает в сторону ворот. Ну что, будет бросок? Гол! Отличный бросок. Миша Васильев бросил-таки, нашел возможность. Долго прицеливался, падал, терял шайбу и все-таки бросил, да так точно и, главное, неожиданно, что ни защитники не увидели шайбу в воротах. Вот бросок, шайба пролетела где-то под ногами и оказалась уже в воротах. Ни защитник, ни вратарь этого не увидели. 10 минут 52 секунды до второго перерыва сборная Советского Союза вышла вперед 3-2. Михаил Васильев вывел сборную вперед. Петухов отдает Яшину. Яшин выходит к воротам 1-1. Передача, гол! Четвертая шайба после великолепнейшей комбинации. Просто изумительная комбинация. И Семенов закрепляет преимущество. Просто отлично. В пас, быстро, точно. Вот еще раз показывает по телевидению этот момент. Последовал пас направо, и здесь сходу вратарь Левелин уже бессилен был что-либо сделать. И счет стал 4-2. 4-2 в пользу сборной Советского Союза. Ну что ж, сейчас свисток остановил канадцев, бросившихся вперед в зону Тыжных. 4-2 в пользу сборной Советского Союза. Так спокойно, в трудных условиях, в трудной борьбе отразили натиск канадских хоккеистов и перешли к активным действиям. И Васильев, Семенов забросили 2 шайбы. 4-2, 13 бросков сделали хоккеисты Советского Союза и 8 канадцев. Ну, канадцы, сами понимаете, хоккеисты, и в их биографии это опасный момент. Опасный момент у ворот. Здесь целая свалка, но подоспел и Крутов вовремя тащил игрока в сторону. Да, нелегко даются эти игры. Нелегко. Канадцы всегда сражаются до последней минуты, до последней секунды встречи, и они борются. Вот еще раз вы видите, как у наших ворот сражение происходит, и наши защитники удачно перекрывают ворота и помогают вратарю. Нравится мне Стильнов. Очень спокойно, не дрогнув, посматривает на профессионалов канадских и спокойно отвечает тем же.
Итак, Боси играет его пятерка, а сзади Робинсон с партнерами. Брас не выиграли наши, вот Стильнов отправляет шайбу вперед. Шайбу подхватил Шепелев, играть можно. Шепелев воротами, бросок. Бросил, не видел партнеров не было. Сейчас последует 5 бросок по воротам сборной Канады. Саттер возвращает шайбу назад. Робинсон пасует вперед, еще дальше Саттеру. Наши борются в зоне соперника. Шайбу сборной Советского Союза. Передача. Шепелеву подняли клюшку. Вот сейчас Стильнов бросает опять вперед. Передачи в таком комбинационном плане. И хорошие были. Вот это 4-й шайбу, которую забросил Семенов. Просто украшение этого турнира. Это и есть европейский стиль. Быстрый, творческий, комбинационный. Когда партнеры видели соперников. Все это было сделано отлично. 9 минут 32 секунды до конца второго периода. 4-2 в пользу сборной Советского Союза. Не знаю, чем это объяснить, но вот после этого необычного давления публики на нашу команду, после этого гимнастической этой паузы, наши как-то заиграли и поувереннее добились успеха. Так что вышла как раз обратная картина. Все это принесло успех нашим хоккеистам. Сейчас будет шайба брошена. Пока пауза здесь. И игра продолжена. Вбрасывается здесь в зоне сборной СССР. У нас играют И.Гимаев с Скворцовым, Варнаковым, Первухин и Белединов. В команде Канады играет Гартнер со своими партнерами. Лоу успел отдать шайбу в сторону, наши стали действовать поактивнее. Но, внимание, канадцы идут вперед, у них довольно выгодное положение. Нет, Гартнер не смог войти в зону. Бурке пасует, 7-й номер Бурка, защитник. Опять бросает шайбу, применив обычный канадский прием. Первухин отправляет шайбу к противоположному борту, а судья останавливает игру, фиксируя пас рукой. Смена. Озерман, 8-й номер у Канады, вместе с Гартнером и с Бурном, 14-й номер, из Нью-Йорка Орлендерса, 14-й номер, 30-летний хоккеист. 14-й номер. Вот Скворцов подобрал шайбу, отдает Эреку И.Гимаеву, тот вошел в зону, передает Варнакову. Варнаков бросает, здесь защитник ловит шайбу на себя, и канадцы переправляют шайбу на противоположный фланг. Здесь очень удачно сыграл Белединов. Отдал шайбу нашему хоккеисту, получил ответный пас, наши отошли назад. Сейчас, видимо, желая выманить соперника, чтобы быстрыми и стремительными контратаками еще раз закрепить успех. Ну, а нет, начинает бороться за шайбу даже в зоне канадцев. Внимание, канадские хоккеисты за воротами нашего голкипера. И.Гимаев просто как заправский канадский профессионал сражается и удачно. Просто мастер силовой борьбы, силовых приемов. Шайбу подобрал Белединов. Отдает Варнакову. Варнаков все-таки пойти не сумел. Какие-то паузы такие. То быстро очень игра, то небольшая пауза, какая-то передышка небольшая. Ну, вполне, вот сейчас опять канадцы. Это Миддлтон забросит шайбу в наши ворота в первую. А это, видите, уже Яшин, подхватив шайбу, передает пас вперед очень сильно Светлову. Вот тут не ожидал. Вот борьба наших хоккеистов в зоне. А затем Касатонов, капитан сборной СССР, в отсутствие своего основного напарника Вячеслава Фетисова, принял его обязанности и, так сказать, играет, воодушевляя своих партнеров. 7 минут и 14 секунд до конца второго перерыва. 4-2 впереди сборная Советского Союза. Сегодня лучшие моменты, что ли, своей игры наши хоккеисты играют
пасы, чередуют коллективную игру с индивидуальной обводкой, пытаются прорвать оборону канадской сборной. Причем ребята играют очень внимательно, часто меняют и тактику, и ритм, во всяком случае достойны похвалы. А ведь сегодняшний матч не имеет для них никакого значения. Матч своего рода престижный, просто принципиальный, а так основная задача подготовиться к полуфиналу. Когда будут играть наши хоккеисты? Послезавтра или 13-го? Простите, Миддлтон в зоне бросок. Пыжных забрал шайбу. Я об этом вам скажу в конце встречи. Известно, что канадская команда будет играть 13 числа в Калгари. Это независимо от того, кто какое место займет. Стало быть, если канадцы останутся на 4-м месте, наша сборная выиграет сегодняшний матч, то 13-го сборная Советского Союза встретится с командой Канады в Калгари, а 12-го здесь будет играть сборная Америки и Швеции. Второй полуфинальный матч. Если канадцы выиграют встречу, тогда послезавтра сборная СССР встретится с командой Швеции, а 13-го в Калгари будут играть американцы и команда Канады. Я вас не запутал? Ну, в общем, еще об этом разговор позже. Очень спокойно играют наши защитники, спокойно выводят шайбу из зоны. Шепелев удачно сегодня действует. Моментов много имел. Главное, очень помогает партнерам по обороне. Вот Макаров забрал шайбу, отдает назад. Канадцы преследуют наших игроков по всему полю. Выбирают шайбу, передача, бросок. Шайба прилетает мимо, но следует опять атака. Опять лезут канадские хоккеисты к воротам нашего голкипера. Вот шайба отбита, она у Крутова. Крутов и защитник. Но подкрепление ждать не надо, надо действовать в одиночку. Не получилось, что бывает не всегда так. Буркой отдает партнерам. Первухин отбрасывает шайбу в сторону. Сейчас, когда игрок получает шайбу, основная задача отдать на противоположный фланг. Вот что сейчас делает Макаров. В центре И.Гимаев чуть за... Makarov dropping it into the slot now. That's И.Гимаев. И.Гимаев moving in front of the net. It's loose there. And reaching out is Lemela. Another shot through a crowd. Taken by Makarov. Zubkov shooting it into the corner now. Cleared out in front. It's loose there in the defense. Starts out now. P.Штястны leading the rush. He hits the line. Štястны just stopping. Now feeds it in deep. Canada, I think, looking for a change here if they can get it. And on the far side, Sportsov. Sportsov chased by Tonelli. Hits the line. They both go down. Sportsov still with the puck in the corner. Clears it in front. It goes through everybody's legs. Varnikov was parked in front of the net. Back out to the blue line. Kazatonov. His shot is deflected up into the crowd. It's called for a face-off. This is Labatt's Canada Cup on CTV. A lot of these Soviet players are not very big stature, 5'9", 5'7", but they're built 190 pounds, strong upper bodies, and they're hard to knock off their feet. Well, anybody who's had to check Barutov, and you've had the problem at times, Darrell, and I don't think I've ever seen him down. Well, I saw Sportsov and Tonelli mix it up in the corner, and Tonelli went down, and Tonelli's a pretty big boy. Yashin along the boards. It comes back to him and is kept inside the zone now. And again, here's that Islander line moving around now. Tonelli in against the boards. Bossy looking to try and dig it out there as well, but it winds up with it on the Soviet stick, and out to center ice it comes. After it, down over the line is Semenov. Semenov in front of the net, and unable to hold it was Svetlov. Now at the side of the net. Into the corner. Bossy. Bossy coming out. Bossy checked from behind. Good job by Svetlov. Still loose in the center ice zone and cleared in. Back to get it is Zubkov. Shoots it ahead. Pass. Semenov. Semenov to the line. Semenov had it checked off his stick just as he hit the line. Yashin. Yashin having trouble under the checking of Gretzky, and it's cleared back in, and Robinson's got it. 4-2. The Soviets are leading. Pass out to center ice. Kazatonov. Back to the line. At center ice, Gartner. Gartner shooting it in wide of the net. Hustling in after it, Bob Bourne along with Kazatonov. Here's Gartner. Gartner throws a check in there, but the loose puck is picked up by Stelnov. Stelnov shooting at the center ice. Unable to hold it out there with Sportsov. Bourne shooting it in again. Play is
Had it slowed down under the checking. Stelnov along the boards. Gardner back to the point for Coffey, and a crowd deflected over top of the glass and out of play by Bourne in front of the net, and we'll have a face-off again in the Soviet zone. Canada's having problem getting any kind of attack going at all. They're not crossing the blue line with any speed. Soviets keep one player back in the center ice zone, picking up the centerman or the free man, and not giving their players any room to skate. Canada has had only 3 shots on goal in this period, something that the United States faced in the game the other night against the Soviet Union, where they had 8 total through 2 periods, and then got it going in the 3rd period. Viktor Tikhonov, brilliant coach of the Soviets. There's a shot by Bork that's knocked down. Messier trying to get it in front for P'Штястны. That failed to work. And the Soviets at center ice now. Here comes Koshevnikov. He's knocked down as he hit the line. Varnikov there. And Canada. P'Штястны inside his line, starting out now. 2:54 remaining in the 2nd period. Puck is shot in. Anderson going after it, picking it up is Pervukin on the boards. And out comes the Soviets again with Gimaev. Gimaev at center ice, forced back. Now tried to force it over to the far side, and then over the line comes Vassiliev. He's checked up against the boards. Now Kazatonov, or at least around the boards for Canada. That was Bork. Gimaev dropping it off. Koshevnikov at center ice. He manages to control it under some checking from Messier. Now in full flight, here's Karutov. He's been the Soviets' best in this game. Stripped away from him, and P'Štястны has it. P'Štястны feathering it to the far side. In comes Messier. Puck comes off his stick, and again, just no room inside the zone for Team Canada. Brilliant checking job, and I'm sure there'll be some adjustment made in the intermission period. Here's a shot off the shoulder there, taken by Pervukin. Collecting it is Gretzky. Middleton breaking loose. Middleton hustling after that puck in the corner now. Middleton stops, ducks away from a check, controls it, leaves it for Gretzky. Gretzky, Middleton's in front of the net. It comes back near the point. Coffey feeding it in deep, but he fed it right onto the stick of Pervukin. Pervukin has trouble controlling it. As coming back was Goulet, and he feeds it back to the defense. Robinson for Coffey. Out near the line, it is knocked down by Makarov. Karutov getting it to the side of the net now, hustling around behind the net, feeds it in front. Nobody there who could put his stick on it, and out comes Canada. Gretzky at center ice. Gretzky fading to the far boards. Gretzky with Kazatonov on top of him. Gretzky, good moves inside the line. Gretzky clearing it finally right onto his stick, and the Soviets break out. Karutov, a rink-wide pass for Makarov. Makarov moving in, trying to get around the defense, and it was nicely played by Lowe. Puck is cleared to center iceman, hopped over the stick of Tonelli. Back to get it is Starikov. He feeds it up on the boards. Less than a minute remaining in the period now as Karutov leaves it there for Semenov. Semenov along with Makarov. He gets the pass. Now Kazatonov. The shot is wide. Good heavy shot by Kazatonov. Lowe leaving it there. Canada, Sutter getting it from Bossy. Sutter shooting it in. Dishnik out of the net. Starikov is there. It's cleared around the boards. Bork digs it out against the boards. Looking for a man. Gets it back to the point for Sutter. Sutter in. Tonelli deflected it wide, and it winds up in the crowd with 31 seconds remaining in the period. This is Labatt's Canada Cup on CTV. The Soviets doing a fine job of checking the players away from the puck. Wayne Gretzky had the puck for a while there, looking for an open man, but nobody could get free for a chance on goal. There's a deflected shot cleared away by Starikov right in front of the net. Yashin clears it out to center ice. Coffey intercepted it, and what have we got here? A penalty coming up. Roughing is called, and Canada is going to play a man short well into the third period as Sutter goes off. Watch for Sutter against the boards here. I think it's a roughing penalty. Well, I'll tell you, there could have been double minors there. There should have been double minors. The Soviet took a swing at Sutter. Olsson is not a popular guy right now in the Northlands Coliseum. 1938, Sutter for roughing. The 2 penalties Canada took earlier in the period might have changed the tempo of the game a little bit. They were little hooking penalties, the penalties that you don't want to take. Messier type of penalty where the good hard hit sometimes gives your team a boost and puts the other team back a notch, but those little hooking penalties, they usually catch up with you somewhere along the hockey game. Well, the coach doesn't want to see him now as see Glenn Sather at the bench. But, you know,
no matter what kind of penalties they are. The hooking ones are the ones that drive a coach crazy, because it usually is because the players got behind or ahead of, and you're reaching back, and the only thing you can do is hook. Here's Tonelli on his knees. Yashin picks up the puck now. We've got 16 seconds left in the period. Time for one rush, and it's offside at the blue line. In too quickly on the left side with Semenov. Well, face-off outside the blue line. 14 seconds left in the second period. There you see Semenov, big fella, 6'3", 196 pounds, and just a kid, really. He's the captain of the 1982 World Juniors team that the Soviets entered, and has been criticized since for a lack of leadership, but he's just a young fella, and I'll tell you, there are enough leaders on that Soviet team. Sure, he's going to see a lot of ice time with Kovan out and with Larionov out. Two centermen gone. Starikov in the corner as the siren goes. Well, the second period is over, and Team Canada was outscored 2-0 in the period. Goals were 19 seconds apart midway through the period as we look there at Tishnik, and now I think we're going to have a lot of soul-searching going on in the Team Canada dressing room, Darryl. Well, exactly. You know, if they don't win this hockey game, they're going to have to face the Russians in a semi-final game Thursday night. They only have 10 shots on goal, and with the offensive power that we have on Team Canada, that's not many shots for 2 periods of hockey, but that tells you the type of hockey club the Soviets have. They're a very tough checking hockey club. They do not give you much. From Svetlov and Yashin at 9:27. Shots on goal, very low total. The Soviet Union had the clampers on Canada through much of it. 6-3 favor the Soviets. Just looking at the shots on goal total, 3 shots in that second period. Coffey had 1, Bossy had 1, and Messier had 1. For the Soviets, they have 2 players with 3 shots on goal. Semenov along with Karutov, and of course for Karutov, he has got 2 goals to show as well. Now, Darryl, we look at the third period coming up, and Canada has got to find some way to find open ice. They haven't found very much of it in the last 20 minutes or so. And maybe you have to start looking at that young fellow for one thing, Mike Bossy, who's been playing very well for Canada, but you're going to need a quick goal perhaps out of somebody like Bossy to get back in this game. Well, they're going to have to step it up a notch. They really didn't get many good scoring chances at all. The Soviets checking very well. When they get a lead on you, it's very tough to get those good scoring chances, as we could see in the second period there. Maybe a penalty for the Soviets, a power play can get Team Canada rolling, but they need something. They're going to have to come up with their biggest period of the tournament so far. They don't want to face this team in the semifinals on Thursday night. Now there you see Vladimir Mushkin, the backup goaltender, and what he does is he goes through the work of roughing up the ice in front of the crease for his mate. And Tishnik now will go in. All the work's been done for him and take over. And you look down there at Sergei Svetlov, Moscow Dynamo. He's kind of a rookie to all of this. No experience at all in the World Championships or in the Olympics. Just 23 years of age. And a big fellow. You know, it makes scouts drool when you see people like that. 6'3", almost 200 pounds. He's like a snake. When he goes down on a defenseman, he seems to sneak in around the defenseman, along the boards. They think they have a piece of him, but he keeps going. He's having a great series so far. You know, the Army has been dominant in Soviet hockey in much the way that the Islanders have been in recent years, and perhaps in the future the Edmonton Oilers will be. And but we're showing signs now of Moscow Dynamo, for one, in the Soviet Union, beginning to rebuild and start to come back a little bit. The breakdown on this team, for instance, there are 10 on the Soviet national team from the Central Army in Moscow, but 6 now from Dynamo. And 3 from the Gorky Torpedo. And there you see Mark Messier sorting his teammates. They're going to have to get it going here, but they're playing a man short to start the period. So the first thing they're going to have to do, first minute and 38 seconds, is kill off a penalty. Messier just crossing center ice and shooting it into Soviet territory, and that fooled Tishnik. He went the wrong way on the play, and this Canada couldn't take advantage. Now Gretzky behind the net. Messier in checking as well. Kazatonov shoots it out to center ice and down into Team Canada territory, where Coffey will pick it up, and this will be an icing call while you're on a power play, and that will make Tiganov turn around and talk some more to his players. They were caught sleeping there a little bit, but Zubkov come across there and slid in front of the shot. Gretzky had kind of a semi-open net. Zubkov blocked the shot. It's one thing when Wayne Gretzky and Mark Messier are killing penalties. They think offense. They do get some good scoring chances. They score a lot of shorthanded goals in the National Hockey League, and I'm sure they'll go after one here if there's an opening. Minute 14 left in the power play for the Soviets. Sutter is setting this one up for roughing it. Was called at 19:38 of the second period.
Messier against Shepelev. On the face-off, Makarov. Makarov starting out from in front of his own net. Makarov working on a line with Shepelev and Karutov. Over the line now comes Makarov, or at least Shepelev. Just chopped out to the blue line under center ice as Messier's got it. He threw it to an open wing. Nobody was moving up. He was expecting Coffey to move up on the play. Now here's Gretzky turning around and coming back. Gretzky to the line. Gretzky turning at the blue line. Gretzky flipping it over and trying to get set as Coffey. Coffey over for Gretzky. Gretzky moving in. The shot right on and gloved by Tishnik. He leaves it at the side of the net. Kazatonov. Kazatonov bringing it to center ice now with 35 seconds remaining in the power play. It's over the line for Messier. Kazatonov gets it again. Now in deep for Semyonov. Coffey picks up the loose puck. He brings it near the line. Can't get it out. Semenov's got the puck now to Makarov. Makarov to Semenov to Kazatonov. Kazatonov clears it to the side of the net, and there Larry Robinson, he fanned on it. Messier picks it up and shoots it down the ice. 15 seconds left in the power play. Tishnik out of his net. Just leaving it behind the net. The Soviets starting to move with it now. It's Pervukhin. Center ice. They're carrying it in and trying to force his way through is Svetlov, but he's checked on the play around to Bossy. Bossy deflects it out to center ice. The penalty is over. And a race for the puck deep in the Soviet zone. Now as Pervukhin touches it, it's called on the icing. Face-off in the Team Canada zone. This is Labatt's Canada Cup on CTV. Face-off deep in the Team Canada zone. Taking the draw for the Soviets is Semenov. Comes back near the line. Starikov checked it out against the board. Here's Tonelli breaking out. Now Tonelli with Bossy. Tonelli digging for the net. Lost possession of the puck. Picks it up. Out back to Bossy. Bossy had to go off a leg. Back near the blue line. Now Kevin Lowe moving in. Clears it in front. It's deflected to the goal ball. Bossy fanned on it as it came back out. Tishnik made the first save. Center ice, Svetlov. Svetlov in deep. He's checked off the puck. Now it's passed along the boards by the gloved hand of Lowe, but it went to a Soviet player. Now Tonelli picks it up out at center ice, past Bilya Letdinov, and Bossy's got it, and it cleared the line, is back in offside, so a face-off outside the blue line. 2 minutes and 23 seconds gone in the third period. A little more life to Team Canada here early in the period. And a good scramble in front of the net, a lot of good hustle, and you see Bossy, he was always dangerous in front of the net, just never got a handle on that, Darryl. Well, there's Sutter and Tonelli again working in front, trying to get something going in front, take the defenseman out, but Bossy didn't get control to shoot the puck. Out at center ice now, down to the line it comes. Shepelev shooting it in. They score! Off the wing comes Barnikov, and it is 5-2. Well, they came in over the line and very quickly got behind the defense. Number 19, Barnikov. Well, he makes a great shot there. There was again where Canada was caught on the blue line, a 2-on-1 situation. Soviet all alone, and they can fire the puck. They pick the corners. They have caught Lamela a little back in the crease on that one as well. He didn't seem to have the angle as well as he probably would like. Here's Coffey now. Over for Robinson. It's 5-2. The Soviets leading now. And Robinson shoots it in around the glass. Canada now with an uphill struggle. That his first goal in the period. Going to make it very difficult for Team Canada. In against the boards. Gartner flipping it to the far side now. Eiserman is there against the boards. Better take it loose, and it's flipped out to center ice. Now down over the line. It gets set. That long shot is wide of the net. In against the boards, Shepelev. Coffey. Schwartzov trying to dig it loose against the checking of Coffey along the boards. Cleared into the corner once again. Schwartzov trying to get it out, but it's Robinson who comes away with it. Robinson getting it out to center ice. There's nobody there. Robinson had to poke it loose again, and Coffey turning in his own zone. Coffey, lead pass, and Eiserman couldn't knock that down. Winds up into the netting behind the net, and Eiserman digs it loose now. Eiserman turning with it in against the boards. Also moving in is Goulet. He can't reach it. Pitching in from the point is Lowe. He knocks it loose. Fighting off a check now is in there is Koshevnikov and Goulet, and also Kazatonov, who gets it behind the net and clears it off to the wing. Vasiliev shooting it down the ice. Lemelin way out of his net now. In there is Lowe to pick it up, and it's called on the icing on a face-off from the Soviet end. 5-3, the Soviet 5-2 rather, the Soviets lead. This is Labatt's Canada Cup on CTV. Well, the official scoring on that goal, Barnikov from Shepelev and Skvortsov at 2:33. And for Shepelev, that is 3 assists in this hockey game. Soviets leading 5-2 here in the third period.
Gretzky not seen a lot of ice. When I mean that, I mean he has not seen open ice in this game. He's certainly seen a lot of ice time. Well, that's for sure. And hopefully Wayne can get something going here. Canada needs a big attack. But you talk about Shepelev. He's the guy that destroyed Team Canada in that 8-1 victory for the Soviets in 1981 with 3 goals. Now from inside his zone, it's I.Gimaев shooting it into Team Canada territory. Vassiliev lets the man go and is called on the icing. He'll be back into the Soviet zone again. Well, there's a pretty good hockey player, Darrell. Ray Bourque of the Boston Bruins. He certainly is. He can play very well offensively and defensively. And excellent player. Well, the arrival of Raymond with the Boston Bruins signaled a rejuvenation of that team. And they have become contenders in the Adams division. It will be for years. He's been an all-star every year he's been in the league, so it's 5 years in a row. So that tells a story on Bourque. There's Gretzky trying to get loose, kick it free. Now Goulet after it. Can't control it. And the Soviets out of the zone now. That lead pass. Koshepnikov over the line. Koshepnikov trailing on it. Chops at it, and he shot it over top of the net. Goulet. Rink wide. Gretzky, Middleton over the line. Middleton now will have to look for a man. Gets it to Gretzky. Gretzky trying to feather it across for Goulet. And again, the defense bottled up the slot, and there was nothing to pass to there. Koshepnikov on this side now. Number 29 shoots it in. It's blocked at the defense. Low ahead. Goulet, rink wide off the skate of Middleton, who's heading for the bench and winds up deep in the Soviet zone. Gimaev around the boards. Koshepnikov on this side. Out at center ice, Koshepnikov loses it to Coffey to Robinson. Robinson ahead. They quickly move it out. Gretzky couldn't get it. Back to the line now comes Shepelev with a player trapped in there. And another face-off outside the Team Canada line. As we look at the standings, we see how crucial this game was for Canada. They needed a win here just to move up and try to avoid a sudden death situation against the Soviet Union in the playoffs. Now, of course, it puts the pressure on Team Canada should they go on to lose this hockey game. But, of course, it always puts the pressure on the Soviet Union as well because they must win in sudden death. Makarov over the line now. Coffey off the boards, but kept in at the blue line by Bialyatinov. Now Anderson as they crisscross at the line. Stastny going to the net. Anderson beating it in there. Stastny tried to deflect it as it came up off a stick in front of the net. Now Robinson, Stastny's in there helping out. Stastny tapping it around behind the net for Anderson. Out in front, but it's deflected out to the line. Now Coffey with a little roll. There's the shot. Deflects wide. Messier runs some interference in there, and Anderson gets it, clears to the side of the net. Now behind the net. Stastny's there. He's looking for a man as they try to get somebody free. Back out to Messier. Messier stick handling with it. Gets it back to Stastny. Stastny in the corner. Being muscled up against the boards now as it's held in there. Shepelev checking on Stastny. It comes back. Coffey hoisted behind the net, and Anderson's after it. Anderson back to Stastny. Stastny overskated the puck. Shepelev picks it up. He's knocked down on the play. Messier's there. Anderson's there as well. Moving in is Bialyatinov and the Soviets. At center ice now, it is Krutov. Krutov to the line. Drops the pass. There's Makarov's shot, and he's wide with it. Sutter ahead for Tonelli. Tonelli up on the left wing board. Makes the move. He's all alone in front of the net. And Tonelli shoots it. And down is Stishnik to make the save. Great effort by Tonelli. This is Labatt's Canada Cup on CTV. Great individual effort here by John Tonelli. He puts a move on the defenseman to put himself into the clear here. Nice move. The puck gets away from a little bit, and he doesn't get a chance to get good one on it. Again, Tishnik out on the top of his crease, forcing the forward to make a play maybe sooner than he would like. 5-2 the Soviets need, and time is a lead. Time is a factor here, of course, now with 13:30 remaining in the hockey game. Canada needs a goal, and they need one pretty quickly here. Bourque off the boards for Bossy. Bossy out at center ice now. Starikov back near his own line. Ahead. Yashin. Center ice trying to get to the line, and it's stopped. And Tonelli reaching for it just outside the blue line. Tonelli number 27 for Canada. Gets it loose. Sutter. Tonelli. These guys just work. That's one thing they do. The work ethic is clearly there on this line. That's offside as players were trapped, came out, went back in again.
Well, you certainly have to keep your head up when Tonelli and Sutter are out there, because they're banging and mucking, and that's how they create their scoring chances. Notice Team Canada, their defensemen are pinching a little more. They're going for a goal. They need one at this point of the hockey game. They really have nothing to lose, so they're going to try to create some scoring chances. The defensemen are pinching into the top of the circles. I think he was trailing by 3 instead of leading this game by 3, and he just doesn't stop. Won't let up around him. Here's the lead pass, and a good one to Gartner. Third in deep now. Gartner moving in. Coming up is Coffey along the boards to pick it up as Sportsov. Has the Tonoff moving across. He picks it up and shoots it down in Team Canada territory, and Robinson's back there. Robinson around the net. Robinson off the boards. Out at center ice now. Gretzky reaching back. He gets it. Gets a good pass away at full flight as he hits the line. And just unable to get free was Gartner. Now Gretzky got it off a leg as Sportsov was there. And it's Sportsov at center ice now. Sportsov over the line. Trying to get set. Shoots it in there. Steered into the corner by Lemelin. Moving in is Kazatonov. Checked against the boards. Bourne, Gartner, Kazatonov sliding it out in front, but it was stopped by Lemelin. Kazatonov gets it again. Out to the blue line now. Here's the shot by Zubkov, well wide of the net, and Bourne picks it up against the boards. He's got a man floating in center ice, and Gretzky couldn't get the puck to him. Coffey behind his own net now. Coffey starting out. Oh, Coffey ahead at center ice now. Gartner hitting it in over the line. Zubkov. Gretzky ahead at center ice. Gimaev, and it flipped right back again. Zubkov inside his zone. Watch them crisscross, and it's Koshebnikov who gets the pass. He's tied up as he hit the line by Ray Bourque, and it's Bourque along the boards. Trying to get it again, and they missed the pass once again. Inside the line, it's Koshebnikov. Koshebnikov takes the shot right up on the chest protector of Lemelin. And again, Canada ahead. Messier at center ice. Messier with P.Štyastny, lost possession of it. Bourque moving up, and the Soviets in transition back over the line. Now Vasiliev, and the shot on the short side. And the save is made by Lemelin. In is Bourque to make the check. And there's going to be, it was gloved ahead, I think. The face-off deep inside the Team Canada zone. This is Labatt's Canada Cup on CTV. Well, there's the full story, and there's the worried coach, Len Sather, coaching in his own building here. Canada trailing by 3, desperately trying to get something going. Here's a shot that's wide of the net, taken by Makarov. And against the boards. And P.Štyastny trying to get loose. Still not. That shot is blocked by Kevin Lowe, sprawled in front of the net. Now Lowe picks it up in the corner. Lowe. Messier ahead. P.Štyastny couldn't knock that down. It's batted out of midair by Karutov. Makarov overskated the puck. Semenov now moving in now. Chepelev, the shot is off the arm of Lemelin. And again, Canada. They'll try. At center ice, Glenn Anderson. He's got that great speed. Anderson over for Messier. Just missed it, trying to pick the corner. That's been the story for Team Canada. The chances they haven't been able to capitalize. Coffey at center ice. To the line. Coffey will try it himself now as he goes in, fighting off the check, and he is knocked up against the boards. Goulet, Coffey in the corner. After him is Semenov. Coffey still in there deep, getting some room in front. The puck is chopped free. Here's Coffey. The shot deflected right in there. Deschnick is down, and he holds on. Well, some good work by Paul Coffey there, who's in behind the in behind the Soviet net, digging the puck out into the corner. He gets loose. He tries to walk out in front to take a shot. Some great work there. Well, this is what Canada is going to need, Darrell. They're going to have to gamble, go on offense, and try and get back in this game. Well, that's for sure. They have to get a goal here. There's only less than 10 minutes left in the hockey game, and they know they're going to play these guys in the semifinal round, and hopefully they can get something going in this last 10 minutes. Now it's cleared through center ice. Coffey will go back into his end. There's icing here as Coffey touches it. And with 9:47 left, again, it's back to Soviet territory for the face-off. And down below, Eddie Westfall. Eddie? Down here at ice level, it's very evident that Soviets very well disciplined in their own end of the ice. The goaltender, Tiknik, gets a lot of help from not just the two defensemen in front of him, but the forwards pulled back in to help out as well. Now Wayne Gretzky.
You have to really respect the Soviets' conditioning. Remember in the Challenge Cup Series, the NHL Stars did not score a goal after the second period in any of the hockey games in that series. So, and here again tonight, it's similar things are happening. Center ice now, Svetlov to the line. Svetlov getting that pass off to Kasatonov. Robinson right in on top of them. There's two great defensemen, two great veterans. Against the boards and around for Gretzky. Gretzky digging it loose, but it's kept in. Yashin turning and firing it in there, and Lemelin steers it into the corner. Now Goulet digging it out. There's Middleton cutting across ice. If he knocked that down, he would have had a clear path. Middleton on his knees, flipping it into Gretzky. He's got Goulet in front, out in front. They score! Goulet! Middleton started it with a great effort. Gretzky to Goulet. Well, it was a beautiful play by Wayne out of the corner. He saw Goulet breaking to the hole in front of the net. He puts the perfect pass right on Goulet's stick. He puts it in the net. A big goal at this time of the game. There's Middleton at center ice. Really works hard to stay onside there. Bounces the puck ahead. Nice play by Wayne Gretzky. And for Michel Goulet, that's his third goal of the tournament. Gretzky and Middleton assisting at 10:52, and now we'll see what happens. Look at this effort. You just can't beat that. And there's the great one, feeding it in perfectly. Well, they need another quick one. Ford back near his line now to Lowe. 5-3 now. Canada still trailing by 2 as Ford comes out of the zone, gets it ahead for Sutter, who shoots it in now. Around the boards on the far side. They try to dig it out. Here's a shot right on! And the shot is cleared away. First save made by Tishnik. Out in front they come again, trying to get set. Canada with the pressure on. The shot is just wide. What a great opportunity there for Mike Bossy, and he shot it wide. You won't see that too often. Now down over the line, and it's just checked away there by Ray Bork. Crowd starts to come to life here. Along the boards, Tonelli. Out to center ice it comes. It is Bossy. Bossy shooting it in now. Around the boards for Sutter. Sutter looking for a man, gets it back, but it went off a skate and sports off. Picks it up to center ice. Trying to get free is Barnikov. He's checked, and P.Штястны comes back over the line with Messier. To Stastny. His shot is just wide. Robinson working it in behind the net. Bossy still out there. He's tied up on the play. Now it's Messier cutting into the slot. Messier on the backhand. Messier goes after it against the boards. Messier in the slot with room. Messier. Мы продолжаем нашу передачу из Эдмонтона, где сейчас заканчивается матч сборных Канады и Советского Союза. 5-3 впереди сборная СССР. 7 минут 36 секунд. После второго периода счет был 4-2. И вот Варнаков забросил пятую шайбу. 5-2. А сейчас канадцы, которые потеряли всякие надежды, вдруг завершили атаку. И нападающий Мишель Гуле, 15-й номер, забросил шайбу в ворота Александра Тыжных. Счет 5-3. Ну, вы сами понимаете, что когда казалось такое впечатление, что у канадцев уже нет сил, они дрогнули, они устали, уже, кажется, и физически не так готовы, как, наверное, хотел тренер. Но эта шайба вдохновила их, они продолжают наступать на ворота нашей сборной. 7 минут и 36 секунд до конца матча. 5-3 впереди сборная Советского Союза. Любители спорта знают, я хочу еще раз напомнить, что в полуфинале первая команда встретится с 4-й. Эта встреча будет уже 12-13 полуфинальные игры. Встреча с 1-й и 4-й. Канадцы никак не хотят быть 4-ми, потому что тогда 13-го они принимают сборную Советского Союза еще раз только в Калгари. А здесь в Эдмонтоне состоится встреча сборных Америки и Швеции. Но это будет только в том случае, если матч так и закончится победой сборной Советского Союза или хотя бы завершится в ничью. Канадцам нужна только победа, а играть они, это вот уже Гартнер пытается здесь бросить шайбу, не получилось. Канадцы не хотят, они не скрывали этого, играть в полуфинале со сборной Советского Союза. В их планы, в их расчеты это не входило. Поэтому они начали с такой войной, что ли, с такой энергией, с такой мощью. Этот натиск было не просто выдержать хоккеистам
Советского Союза, но выстояли и открыли счет. Открыли счет, это сделал Володя Крутов. Затем нападающий канадцев Миддлтон сравнял счет, и Тоннелли вывел свою сборную вперед. Но Володя Крутов восстановил равновесие. Первый период завершился в ничью. Во втором тайме, после того, как опять-таки были отбиты многочисленные атаки соперника, Михаил Васильев и Семенов, особенно красиво была заброшена шайба Семеновым после великолепной комбинации динамовцев. 4-2 счет стал. А вот в третьем периоде, вы знаете, Варнаков 5-2 и Гулет 5-3. Итак, борьба продолжается. Сейчас будет удаление. За неправильную блокировку удаляется игрок сборной Советского Союза. Похоже, что это так. Страсти накаляются. Канадцы, понимая, что времени слишком мало, удаляется Гимаев. Кстати, хочу сказать добрые слова. Гимаев играет сегодня, такой мощной, что ли, игры. Столько он применяет силовые приемы, отвечает на игру канадских профессионалов также. Они силовой прием, он еще мощнее. Они второй, он еще. Словом, действительно играл не только как он играет центрального нападающего, но как мощный игрок в обороне. Достойный представитель, так сказать, наших сильнейших защитников. Научились и наши хоккеисты применять силовые приемы. Но ответственный момент, внимания. Канадцы выпускают Грецкие для того, чтобы усилить свою атаку. Здесь Гартнер, 17-й номер, здесь 4-й номер, защитник Лоу, 7-й Бурке. Грецкие, канадцы имеют численное преимущество. Вместе с ними играют, как сейчас выиграли вбрасывания, Бурке. Хорошо бросился под шайбу Стариков. Атакует сборная Канады. Вот и клюшки нет, но шайбу все-таки вывели нашу в среднюю зону. Стариков, Грецкий забрал шайбу Старикова. Пройти все-таки не удалось. Стариков отбил шайбу. Защищаются наши самоотверженные, играют с настроением. И хотя, вы знаете, сегодня не играют ни Ларионов, ни Мышкин, ни Гусаров, тренеры дали возможность. Вот Грецкий бросает. Вот, идет за ворота, затем из-за ворот пытается отдать шайбу. Здесь его уже атакует Стильнов. Стариков, шайба у канадцев. Настойчиво они ищут пути к воротам соперника, к воротам сборной Советского Союза. Порой грязные приемы клюшками. Но вот видите, шайба у борта. Приходится разнимать. 6 минут и 16 секунд до конца матча. 5-3 в пользу сборной Советского Союза. Напомню вам, что сегодня состоялись другие матчи. Команда Швеции со счетом 4-2 выиграла сборную Чехословакии, а команда Соединенных Штатов Америки со счетом 6-4 добилась успеха в встрече со сборной ФРГ. Так что в предварительных соревнованиях места распределились так. Первое место Советский Союз, второе Соединенные Штаты Америки, третье Швеции, пока. И четвертую Канады. 5-3. Канадцам, только чтобы уйти с четвертого места, необходимо в этом матче выиграть у сборной Советского Союза. Поэтому они так и стараются. 5-3. Сейчас удален Гимаев. Вы знаете, ему еще сидит на скамейке нарушителей минуту и 11 секунд. Чемпионы мира играют очень внимательно. Они тоже обладают высокими скоростными качествами. Наши хоккеисты храбры, бесстрашно идут на столкновение с любой скоростью. Словом, достойно представляют сегодня наш спорт здесь, в этой встрече. Дворец в Эдмонтоне почти заполнен до отказа. Вы знаете, что 8 игроков сборной Канады, представители местного клуба Эдмонтона Уоллерс, который выиграл в этом году приз Кубок Стэнли, сильнейшая команда Канады. Поэтому они особенно стараются, но, внимание, атакуют сборная Канады. Зубков пытается прижать шайбу к борту, на помощь ему идет Касатонов. Шайбу у канадцев бросать не дают, не дали бросить у Боси, отобрали шайбу и отправили ее к воротам канадского голкипера Лемелина. Время идет. 5 минут и 47 секунд до конца сегодняшнего матча. Поэтому публика требует, чтобы хоккеисты Канады действовали побыстрее. Надеюсь, что еще можно
спасти встречу. Хороший был пас, но канадский игрок не подправил шайбу. На поле и Робинсон, и Каффи, защитники, лучшие пары, и Буси, главный бомбардир команды. Здесь и вот бросок, Буси бросал. Тыжных самоотверженно бросает, прямо и накрывает шайбу в ловушку. И не нравится Саттеру, 10-й номер. Думает, что если он так хочет оттолкнуть Касатонова, могут быть неприятности, потому что Касатонов не уступит. Играть надо. Вот видите, какая свалка. А бросился прямо туда, под коньки, под клюшку Тыжных, очень смело и надежно прикрыл шайбу. 5 минут и 21 секунда. Через 16 секунд будет на поле И.Гимаев, канадский тренер Б.Саттер, который очень надеется, что сегодня все-таки канадцы выступят, выиграют сегодняшнюю встречу. Не ожидал. Хорошо играют ребята. Просто молодцы. Ничего не скажешь. Трудная игра. Играть 5 матчей через день со сборными, самыми сильными, не проиграть ни одного очка в такой тяжелейшей силовой борьбе на маленьких полях, где играть-то непривычно. Вот посмотрим на какую-то сборная Канады. Выходит И.Гимаев, сразу включается в борьбу, бросок поэтому не получился. А Тыжных накрывает шайбу и сразу здесь защищает вратаря от всевозможных атак. 4 минуты и 59 секунд до конца встречи. Сборная Советского Союза впереди в матче с командой Канады 5-3. И по броскам, в общем-то, почти равно. 19 бросков совершили советские хоккеисты и 16 сборная Канады. Обе команды действуют на поле жестко, смело борются за шайбу, играют темпераментно, азартно. Вот посмотрим сейчас сбрасывание. Вообще это сбрасывание всегда считалось приоритетом, что у канадских профессионалов. Они хорошо выиграли сбрасывание. Бросок и шайба в средней зоне. Кто раньше? Раньше Крутов. Крутов идет вперед, подножка, а удаления нет. Удалять не приходится. А Олссон, арбитр матча, молчит. Шайба уже в зоне сборной Советского Союза. И опять она в средней зоне. В средней зоне канадские защитники готовят очередное наступление. Крутов и Макаров внимательно перемещаются в зоне соперника и дают возможность выйти канадцам из своей зоны. Здесь же Шепелев так попугает соперника и быстро все отходят назад, чтобы четвертый здесь активно действует в средней зоне и встречать соперника. Отбили эту атаку. Идут вперед Шепелев, Крутов входит в зону соперника. Сзади Макаров, Крутов выходит вперед, бросок. Вратарь отбирает, но шайба опять у Крутова. У Крутова шайбу забирает Миддлтон, но действует нечетко. Шайба летит хоть и в зону сборной Советского Союза, но к Старикову. Канадцы устали, заменяют своих игроков в ходе встречи. Уже 3 минуты и 55 секунд до конца матча. 5-3 впереди сборная Советского Союза. Попытки канадских. Вот еще одна попытка, хороший выход, а бросить не дали. Удачно подняли клюшку, и вот уже Варнаков в зоне. Варнаков очень хорошо здесь играет. Варнакова Капри пытался остановить. Нет, наши не уступят. Борьба здесь за шайбу. Варнаков его там все-таки Капри уронил. Шайба прижата к борту. Вбрасывание. 3 минуты и 25 секунд до конца матча. 5-3 впереди сборная Советского Союза. Обе команды сегодня применяют и прессинг по всему полю. Игрок против игрока. Темп очень высокий в отдельные отрезки матча. Просто высочайший темп. Конечно, большая нагрузка выпала на долю защитников. Они ведь не только выполняют свои основные обязанности, но и активно поддерживают своих нападающих. Бросают поворотом. К тому же их у каждой команды по 3 пары. А нападающих у нас, правда, получил повреждение Ковен и не доигрывает встречу. Приходится играть в 3 тройки и еще 2 игрока. Шепелев и И.Гимаев играют по 2 смены. Борьба идет за воротами Тыжных. Так возникают конфликты.
Наши не отступают. Канадцы сразу предложили чересчур жесткую игру. Может быть, это и было их ошибкой, потому что они стали играть, атаковать, нарушать правила, стали драться, а не очень любят наши ребята, когда их обижают. Ответить они умеют, могут. И ответили. Шайбами ответили. Забросили, вышли вперед. И пока 5-3 впереди. 3 минуты 7 секунд до конца сегодняшнего матча. 3 минуты и 7 секунд. Брасня. Очень много на поле Грецкий. Но сегодня он не виден. Сегодня видны советские хоккеисты. К сожалению, всегда как-то скромно называем наших игроков. Не называем их ни звездами, ни выдающимися игроками. Они действительно великолепные мастера. Лучше, чем Грецкий. Это и Крутов, и Макаров. Да, посчитать их здесь почти все. Во всяком случае, сборная Советского Союза сегодняшний 5-й матч провела достойно. 2 минуты 46 секунд до конца встречи. 2 шайбы выигрывают хоккеисты Советского Союза. 5-3. И вбрасывание в зоне канадской сборной. Касатонов, Зубков и тройка Светлов, Семенов и Яшин. Вбрасывание выиграли. Бросок Касатонова добавить не удалось Светлову. Вот быстрый ответ, но удачно сыграл Зубков. Притормозил шайбу. Сейчас она в средней зоне. Канадцы опять идут вперед. Опять. Но вынуждены отойти назад. Отходят назад и наши. Вне игры. Шайба прошла в зоны. 2 минуты и 23 секунды до конца матча. Бросание. Сейчас вот эти минутные паузы, наверное, они рассчитаны не только для того, чтобы по телевидению показать рекламу, но и для того, чтобы отдохнуть хоккеистам. Я имею в виду, прежде всего, канадским. Они больше устали, хотя для них сегодняшний матч имел огромнейшее значение. Васильев, Кожевников, Гимаев. Вот шайбу наших хоккеистов. Миддлтон возвращает шайбу, но не точно. Правда, ошибается Пилухин. И вот Грецкий в зоне сборной Советского Союза. Минута 50 до конца встречи. Game now against the boards. Goulet moving in copy there. Middleton, he clears it out to center ice now. Back down comes Koshevnikov. Koshevnikov looking for a good man. And Robinson plays him up against the boards. There's Gimaev. He's checked. Goulet. And his net now. Goulet clearing it out to center ice. And Gretzky couldn't reach that one as it was checked away from him by Billy Letdinov. They're back in again. Robinson ahead for Messier. Here comes Messier. He's been flying this period. Here he comes over the line. Great! Oh! Shoots it! And it was just checked off his stick at the last instant by Vasily Pervukin. And it winds up in the crowd. Well, that looks more like the Mark Messier that we saw in the playoffs last year, who won the Conn Smythe Trophy. He's actually taking control of this period. When he gets the puck, he can make some great moves. Created a few good scoring chances through this period. And we need Mark Messier flying like that going into the semifinal game. Well, you talk about your Labatt's player of the game off one period. You can look at Messier, but on a total situation, as you mentioned, Darrell, probably Gretzky, who's been out there a lot. He has played almost every role in this game. John Tonelli's had a strong game, too. He's been working the corners. He had some great scoring chances, and he also got a goal tonight. Messier will take the draw for Canada. Canada's trailing by 2. 1:23 left here. Messier kicking it behind the net as he was checked, trying to control it by Shepelev. Now, Makarov, center ice. Here's Karutov. Karutov just inside the line now. Cleared into the slot. Makarov, the shot. Oh, that heavy shot of Makarov. See where he scores all his goals. Karutov back out now. Messier checking it up against the boards against Karutov. And Messier and Karutov jab at each other a little bit right in front of the Team Canada bench. There you see time remaining. 56 seconds now. Starikov ahead for Karutov. Ahead for Makarov. Now down to the line comes Shepelev. Shepelev stops up.
Backed up against the boards. There's another slot. Starikoff back for Krutov at the side of the net. Now clears it right in front. And a big check is thrown in there by Raymond Bourque on Krutov. Out comes Canada again. Gretzky. The goaltender's out of the net. They clear it in front of the net. Anderson moves in, comes back to the line, is chopped in front of the net, and clearing it out now with an open net to shoot at. Kazatonov ahead for Makarov. He shoots, he scores, and it's 6-3 with 19 seconds remaining. Well, we know we're going to face the Soviet Union in the semifinal. We know we're going to win the Canada Cup. We're going to have to beat them. Joy reigns supreme, right? Yeah. Maybe we're better off playing them in a one-game semifinal. We only have to beat them once that way. Well, there it is, wide open net. The 22nd shot on goal for the Soviets. Canada has had just 16. They've had territorial edge in this period, but has been unable to really find much room to get going. Over the line now they come. Bossy clearing it in front to the side of the net. Cleared right to the side of the net there by Sutter. And back out to center ice with 5 seconds left. Robinson gives Vasiliev a bit of a commercial for the next meeting. And the hockey game is over.